ценой. Популярность музыкальной драме режиссера Леонида Быкова принесла песня «Смуглянка» и быстрая ушедшая в народ фраза «Будем жить». История летчиков ветераны признали правдивой, что не случайно, поскольку вдохновлением для сюжета послужили реальные события военных лет. Самые интересные факты о фильме «В бой идут одни старики» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Вот это драка была. Думал, каюк. Как аппарат? Мирового. В 1974 году кинокартина оказалась в пятерке лидеров проката, хотя военная тема уже считалась избитой, а зрительский интерес к драматургии тяжелого для страны периода поугас, да и сам фильм кинокритики восприняли как легкомысленную историю, которую отправили на полку. Однако украшением фильма стала правдоподобность сюжета, повторяющего практически точь-в-точь события военных лет, что повлияло на прокатную судьбу проекта. За каждым героем в фильме стояли невымышленные истории, а высказывания персонажей в точности перенесли из жизни в кадр. Так, прототипом обаятельного маэстро стали два героя Советского Союза – Виталий Попков и Иван Левейкин. К слову, и фашистские самолеты оба героя сбивали под позывным маэстро, и даже фамилия позаимствована у летчика Дмитрия Титаренко. Кузнечика также разглядели в воспоминаниях Виталия Попкова, который не сразу пополнил ряды стариков. Будущего героя сначала отстранили за виражи на небольшой высоте, которые тот выписывал, желая покрасоваться. А фраза «от полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным». От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Позаимствовано из воспоминаний дважды героя СССР Сергея Луганского. А вот о том, что послужило прототипом романтических героев Маши Быковой и Рустама, до сих пор ведутся дискуссии. По одной версии на экран перенесена любовная история Надежды Поповой и Семена Харламова, которые поженились 10 мая 1945 года и прожили вместе 45 лет. По другой, вдохновлением стали отношения Гали Туберелидзе и летчика Марисаева. Возлюбленную убили при бомбежке военной части, а Ромео погиб в воздушном бою. Прототипом «Смуглянки» стал Евгений Быковский, принявший неравный бой с 34 немецкими самолетами. Существует также версия, что прообразом стал друг режиссера Виктор Щевронок, который служил в пехоте и погиб в 1945 году. А за образом Зои Молчановой, которая поразила мужскую эскадрилью количеством наград, что тоже правда, стояла Надежда Попова, одна из ночных ведьм и супруга консультанта Семена Харламова. К интересным фактам о фильме «В бой идут одни старики» следует добавить, что подготовительный этап вызвал затруднения. Постановщик предложил на роль Скворцова Леонида Филатова, однако руководство киностудии Довженко намекнуло, что следует задействовать в ролях не московских актеров, а киевских. Между тем у Быкова был один критерий – подходит исполнитель или нет. Кузнечиком должен был быть Владимир Конкин, которого одобрило руководство, но актер оказался занят в роли Павки Корчагина, и желторотика исполнил Сергей Иванов. Случился казус и с актером Рустамом Сагдулаевым, исполнявшим Ромео. Исполнителю пришлось совмещать сразу два проекта, поэтому часть эпизодов отсняли в шлемофоне, чтобы добиться достоверности и не смущать зрителей длинными волосами артиста, которые оказались необходимы по сюжету параллельного проекта. Чиновники также отказались утверждать на роль Алексея Смирнова, мотивируя свое решение тем, что это актер с тупым лицом и комедийным амплуа. Однако Быков отстоял исполнителя, рассказав, что артист вернулся с фронта с 5 наградами, 2 из которых Орден Славы. Поговаривают, что Быкову пришлось даже выдвинуть ультиматум начальству и заявить, что без Смирнова и фильма не будет. Только тогда артиста утвердили на роль. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. Это сегодня легендарная музыкальная драма входит в сотню лучших фильмов отечественного кинематографа, а тогда успех проекта, посвященного поющей эскадрильи, мало кто верил. Чиновники Министерства культуры признали сценарий, соавтором которого выступил Леонид Быков, не героическим. Чтобы как-то повлиять на решение начальства, Быков стал зачитывать отдельные куски сценария во время гастролей, а окончательно убедил
убедило в правильности принятого решения руководства киностудии авторитетное мнение генерала Александра Покрышкина, проглотившего сценарий за ночь и распорядившегося выдать съемочной группе 5 самолетов, оформленных во фронтовом виде. Также к одному из интересных моментов о фильме «В бой идут одни старики» следует включить и то, что Леонид Быков не признавал дублеров и предпочитал работать самостоятельно. За время съемок ему удалось изучить управление самолетом, однако в воздух машина не поднималась. При создании одного из эпизодов Быков зарулил в яму, и самолет клюнул носом, сломав пропеллер и повредив заднюю стойку. Потребовался ремонт, на который ушла бы уйма времени. Выручила предусмотрительность механика «Железной птицы», прихватившего дополнительные лопасти. А чтобы заварить стойку шасси, оператор фильма отправился в Чернигов, на станцию юных техников к друзьям, которых пришлось вытащить из теплой постели ради искусства. Изначально фильм о поющей эскадрилье планировалось снимать на цветную пленку, однако студия Довженко отказала постановщику в этом, поскольку новомодные киноленты выдавались на соцреалистические проекты. Быкову даже предложили снять фильм о трактористах, чтобы раскрыться как художнику в цветном фильме, но тот отказался. В результате в кинотеатрах увидели премьеру 12 августа 1974 года в черно-белом формате. Между тем задумка режиссеров все же оказалась воплощена в жизнь, и 9 мая 2009 года зрители увидели колоризованную версию фильма. Над раскрашиванием и реставрацией работали в США и Индии. Чтобы повторить исторические цвета, колористам пришлось проехаться по местам съемок фильма и изучить музейные материалы. Художники боялись излишне ярких оттенков и даже изначально допустили ошибку в цвете погон, что вынудило переделать 60% уже выполненной работы. Между тем считается, что художникам-колористам удалось попасть в атмосферу 70-х годов прошлого столетия. Леонид Быков работал над сценарием так, чтобы сохранить крупицы воспоминаний ветеранов и в практически неизменном виде перенести эти детали на экран. Поющая эскадрилья действительно существовала. Там же служил Виталий Попков, ставший прототипом героя фильма. Правда была и в том, что летчики создали собственный хор и давали концерты, чтобы поднять моральный дух людей на освобожденных территориях. Не выдумка рисунок с нотным станом на штурмовике, который красовался на боевом Ил-2 летчика Василия Емельяненко. Оказалось правдой попадание Титаренко в плен к своим, а также крепкий кулак пехотинца в ответ, чтобы доказать, что воюет по одну сторону баррикад. И уж совсем достоверно, вопреки советским традициям, выглядела привычка механика благословлять самолеты перед боевым вылетом. Позаимствован и эпизод с возвращением летчика на лошади с формулировкой «махнул не глядя». Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Извини, танка не было. Из жизни оказались и кадры с копнами сена, которые противник замаскировал под немецкие танки. Да и название фильма родилось не случайно. По воспоминаниям военных летчиков, за штурвал боевой машины желторотиков пускали не сразу и давали время налетать опыт. Так, консультант проекта Виталий Попков рассказал, что после прибытия на фронт в 1941 году к боевому вылету его допустили только в 1942. В подборку интересных фактов о фильме «В бой идут одни старики» следует добавить, что создателям хотелось показать в картине высшую мудрость, которая заключалась в заботе о будущем, выражающейся в воспитании молодого поколения, готового встать на смену. И лучшая награда для нас, когда они, ветераны, говорят: «Да, это было так», подчеркивал в интервью Леонид Быков.